Я даю добровольное согласие на то, чтобы видео было записано и опубликовано. Я не против видеосъемки и разрешаю. Даю согласие. На публикацию. За публикацию. Я тоже не против видеосъемки на публикацию. Ну все, представьте себя. Сурков Илья Сергеевич. А які в тебе позывной? Позывной пан. Пан. Я Хвастов Ярослав Георгиевич, позывной Ярый. Ярый? Ярый. А ты типа за ЦСКА болел? Нет, по имени. Автомат, позиция с стикером. ЦСКА, да. ЦСКА, это твой? Я нашел просто ленту, где Или за Спартак ты болел? Спартак больше нравится. Да. Тоже. Я Шигап Рамиль Габдиганиевич. Как? Шигапов Рамиль Габдиганиевич. Шигапов. Шигапов Рамиль. Рамиль Габдиганиевич. Угу. Позывной старый называют. Старый. Зовут это. Где вы служили? Служил я в Москве. В Кулышке. То есть Татарстан, да? Татарстана, да. А вы откуда? Город Нижний. Ты совершенно много, да? Перец, да? Из Перти. Не понимаю. Ну типа жопа. Жопа, из жопы. Да, не, он недалеко от Москвы. Нижний Новгород? Да. Ну так ты Москва, это жопа. А ты... Из Ростовской области. А ты помнишь, мы с тобой встречались? Город Волгодонск. Когда тебе... Волгодонск? Да, Там же теракты были. да, По 2000. роману. Тогда уже мы всех убивали, видишь. Из Волгодонска. Да, А, ты сидел, да? да, сидел. А за что? За кражу. За кражу? И сколько ты должен был сидеть? Еще год и месяц. И ты решил пойти на войну. Да. А ты сколько сидел? Последний раз год с небольшим идти. Последний раз? Да. То есть ты не зэк? Почему? Я честно спрашиваю. Я не первый раз был. Я сидел. И второй раз сейчас Вот был. сейчас еще ты сидишь. Да. А сколько ты должен был сидеть? Я должен был отсидеть 8 лет 1 месяц. Отсидел год с небольшим. Угу. А тебе год оставалось, да? Да, сидеть? год и месяц. И почему, блядь, такое гениальное решение было? Не знаю даже, в голове не могу еще понять. Ну не знаю, как выразить это. Что? Ну как ты вырази, постарайся же. Ну, хотел амнистию эту получить, очистить эту А что, историю. вот, что вам обещали? Полное снятие исков, кредитных историй, очищение, ну, все судимости будут погашены. Ну, может даже после того, как 5 сидел, может даже, допустим, в органы милицию пойти работать. Ты ему свернуться хотел что после этого. Хотел как-то в органы пойти работать. А ты, там, знаешь, как на зоне есть каста. Да. Ты кем сидел? Ну, у нас там одна, там все подписаны были, 106, ну, 106 статьей. Ну, то есть все сотрудничали с администрацией, ну, там работы обязательно были, строительная колония. Я просто, ну, украинцы, как бы, это очень далеки, вот этот зэк, зон, знаешь, там, поэтому мы так ничего не знаем про это. Что я просто знаю, что есть касты, Да. там мужики, типа, там блатные, да, и шепот, то есть. Оказывается. Это хит. Да. Да. А ты кем сидел, пан? Мужиком. Старый. 9. Я не сидел. Ты кем работал? В гражданке. Ну да. В гражданке так работал. Гражданкой, да? Ну, шабашки и Шабашки. да, Работал на шабашках, гражданкой. да, гражданка. Сколько получал денег? А по-разному это было. Как работаешь? А ты жил в Москве, да? Нет, Татарстан. В Татарстане? Татарстан. А в каком городе? Арский район. А город? Город Казань. А, это Казань. Да, город Казань, Арский район. Угу. И почему решил пойти на войну? И по контракту написал, чтобы идти. А когда ты написал? 29-28 марта, что ли.
28 Да, марта. да. 28 марта? Да, это писал. Март це березень, так? 3-го, да, сюда Мгм. пришел. Березень. Березень. Тобто 2 місяці і ти вже в полоні. Почти до 20. Хороший результат. И ты вот подписал контракт, вот, ну, ты решил воевать за русский мир, правильно? Ты русский? Да, Да. татарин. Ну, Татарин. И решил воевать за русский мир. да, по контракту служить. Ага. А как тебе относятся тут? Все нормально, хорошо. Ага. Всем благодарен. Панда, а тебя как относятся? То же самое. Хорошо? Хорошо относятся, отлично вообще. Кормят, курить дают, вода есть, тепло. По приезду, как взяли в плен, привезли, дали помыться, полоснуться, умыться. Не так, как в Нижнем Ну. Новгороде. У меня в тюрьме хуже было Мгм. отношение. А ты до тюрьмы кем был? До тюрьмы так работал маленько. В основном не работал, вот устроился на работу после того, как первый раз сидел. Поработал маленько, потом опять принял. А работал кем? Работал водителем, помощником продав на срок. Рядом. Нет. Ну, про себя тогда расскажи ты. Ну, я тоже тут первый раз посидел. До тюрьмы ничем таким не занимался. Тоже там на сроки где-то подработал, там грузчиком или что-то такое. Там в городе в основном такие. На одной работе там денег не заплатили, там, это начальство это пропало. На второй тоже на стройке вроде солидно, предприятие. То же самое, денег бывает не заплатят нигде. Ты когда в тюрьму попал? В 22 году. В 12 году. Тебе еще вот решил, ну, оставался сидеть. Вот и месяц, да. Ты решил пойти на войну. Да. Чем ты мотивировался? Чистая эта история, предыдущая. Ну, все это, Какой чисто этой истории? все до амнистии, Мгм. судимости погасятся. У тебя год остался. Да. А что это, чтобы кредиты были, да? Кредиты, да, были, иски были. И на золото. Сколько у тебя было кредитов? Около 100 тысяч. 100 тысяч рублей. Да. Мгм. А ты слышал, что убивают? Что Да, прям слышал. попадают? Как ты рад своему исходу? Честно сказать, да. Что в плен ты дали? Да. Чем? Почему? Потому что мы начали учиться. Ну, не выжили вообще. А у вас вообще какие потери? Вы 72-я бригада, правильно? Легендарная. Легендарная 72-я бригада. Вы нормально бегаете. Не особо. Какие у вас потери были? Вот от нашей роты, то, что мы приехали, с нашим место, у нас в первые же дни потери пошли. То есть к 17 числу у нас от 107 человек, которые приехали, осталось, наверное, человек 40-50. А все остальные? 200 и 300. Угу. Сколько 200? 200 нормально, да, человек, наверное, 10, если не больше, 15 может. Это прям буквально меньше недели прошло просто потерь. Вообще разговаривали, там комбат в 72-й бригаде какой-то ебанутый мужичок. У него уже потери на этих позициях больше 800 человек, как сказать. 200 рублей. Да. Но вас же не жалко, вы же зэк, понимаете, да? Ну, вы пошли работать в пушечное мясо. Ну, в военкомате обещали другое, когда приезжали назад. Так я это в вашем военнике пишет пушечное мясо. Там, ну, вот, там не салат пишет, там пушечное мясо. Даже вы Ну, не читали. Как на зону приезжал, там начальник комиссариата, когда предлагал контракт, не контракт, я все озвучил. Ну, маленько другой вообще. А когда сюда уже приехали, мы поняли, что мы попали в полную жопу. То, что действительно как пущенное мясо нас просто выставили, ни оружия, ничего не дали просто. Идите не знаю куда, делайте не знаю что. А вот если бы вы встретились с Путиным, что бы вы ему сказали? Я бы ему сказал, то, что полная жопа, что в стране что будет.
Рамиль Хашарович, что вы сказали? Что применение сегодня добился. Чтобы вывели войска Да. из Украины, съебались отсюда нахуй. И тогда война закончится. Я просто вот не понимаю, чем мотивируется, вот, например, татарин, чтобы поехать в Украину воевать. Что в голове должно быть у татарина? Ну, это вопрос. Вот части. Работал же гражданкой на Санашапашке. Все было супер. Жизнь бьет ключом. Но вот я примерно вот пришел, я думал, нормально буду по контракту вот послушать. Я не знал, что такое туда. То есть ты пришел во время войны, Самое по контракте послужить, и не знал, что тебя отправят на войну. Неожиданно было. Неожиданностью, да? Но Не фартануло. это Не фартануло. Пришел в войну, подписал контракт. И неожиданно, что на войну отправили. по телевизору вот другой показывает. А здесь в самом деле я сам видел, что Украина такой говорят, это все вот на самом деле. Просто прекратить войну и все. А ты Все обман будет. в марте подписал. В апреле, 3 апреля. А, 3 апреля, вот 2023 года. Ага, это тебе даже месяц, даже еще меньше. Надо, чтобы в апрель попасть. Красиво, красиво. А ты до этого служил или нет? Да, срочки служил, я 18. 18 года, да? Не 18, а 97 90. Тебе 18 лет было? Да, Ты, получается, какого года рождения? 77 77-го. Ты и математик, охуительный тоже. А 72-я бригада. Можете так вот вообще рассказать рутину? Ну, как происходило вообще все? Вот вы приехали, вам пришли в тюрьму, да? Пришли в тюрьму, сказали, подписывайте контракт. Правильно? Да. Так, как это было? Ну, приехал начальник военного комиссариата, какого свежим новым управления. Предложил пойти служить по контракту в обмен там зарплата, весь соцпакет, который у военнослужащих есть. То есть полгода служим, нам подписывают амнистию, потом 10 дней отпуска, потом по контракту службы 2 года, еще потом в части в своем регионе. Да, так обещали, да? Да, когда задавали вопросы, что нам надо будет делать по этому контракту, где он будет, он сказал, то, что мы будем либо на границе в Ростове где-то, либо в Луганске, Донбасс, там, где уже наши войска прошли и уже как бы, ну, города захвачены. То, что там уже войн в основном нет, то есть патрулирование, то, что комендантские часы там введены. Ну, заниматься вот таким. Не то, что там на передке будет бегать с автоматом, надевать везде, еще что-то такое. Он сказал, то, что этим занимается как бы ЧВК идут первым. Министерство обороны, то, что стоит там уже 2-я, 3-я, 4-я линия фронта и в основном... А вот зэки именно занимаются вот тем, логика была в тот момент, да? Ну, в голове прокручивалось то, что нас передал. Наебать чуть-чуть. Ну да, ну, то есть как бы мы вопрос задавали, так, потом я дома посоветовал, сказали, вроде это не ЧВК, и сказали, вроде езжайте. Ну, можно попробовать, потому что ей немного осталось. Дома тоже там бабушка в основном помогала по посылкам курить, ситуация тяжелая стала. Вот. И как подумал, прокрутил в голове. Не думал то, что так будет. Потому что до этого я с набора были у ЧВК. Пригожин прилетал сразу, говорил, то, что едете воевать, убивать. А к вам ты Пригожин приезжал? Ну до этого. На зону, да? Ну до этого были. И ты прям стоял, видел Пригожина? Не, я еще в СИЗО был.
Не попал. Не успел. Не попал. Ну. А что рассказывают у вас про Пригожина? Легенды ходят? Ну, про Пригожина говорят, то, что он приезжал, сразу говорил, то, что поедете воевать, так и так. Ну, он сразу обозначил то, что будет на передке, то, что будет подготовка, амуниция, не амуниция, зарплата, полгода и амнистия. Дальше вы свободны. Ну, в принципе, как Пригожин говорил, все так и было то, что он забирал, подготавливал, отправлял сам впереди. Уже выйдешь. Вы видели вот эти горы трупов? Вот когда вы приезжали, Нет. вот ваши. Не, я только приехал вообще. Вот здесь на позиции мы были 9 мая. Нас приехали, никто не встретил. Нас в полигон должны были везти в штаб. Выдать личные номера, жетоны, документы, зарплатные карточки. Вот. Мы должны были получить подъемные, чтобы одеться, обуться. Я даже в белых кроссовках когда бы выебал. Маскировка. Так я увидел, как вот этого ввели. Это тогда было, ты помнишь? Я тебя еще видео сфотографировал, свое видео записывал. Ты, ну, сейчас, ну, легендарная личность. Там уже закидывали тебя нормально. Там Гордон закинул тебя. Хайпанул нормально ты. Мог вот отсидеть, сейчас посмотри, ты сейчас, потом можешь блогером стать да? Я серьезно? Я не понял. Почему, вот что у вас было по этому? По амуниции, какой вам давали? По амуниции, бронежилет, каска, автомат, блинаж. Ну, бронежилеты были, потому что ты вообще в спортивном костюме тебя вели. У меня бронежилет сняли и каску. А так в спортивном костюме ты просто гонял. Так, да, вот в этом, что было сейчас. То, что сейчас это так и было. Нам дали одежду, потом ее и забрали. Разгрузки тоже повыдавали всем, ну, нормальные сирийские. Сирийский Ну да, цвет называется сирийский. или иранский? Или иранский. Ну, не важно. Ну, там у них, блин, из географии ходят. Потом их тоже позабирали. Выдали по автомату по 4 магазина, потом 3 магазина позабирали, по 1 магазину оставили. Сколько у вас было на позициях? Мы даже не знаем. Вот нас приехало 107 человек, когда нас привезли. Там сколько потерь было. И вот с 16 на 17 в ночь нас собрали человек 20, наверное, как усиление, я так понял, потому что там на позициях много народу оставалось. И отправили, сказали, типа наши дальше продвинулись, надо занять блиндажи. Ну, вы хорошо усилили. И ночью привели, просто посадили, сказали, все, сидите здесь, слушайте, с утра подойдем, все расскажем, покажем, что надо будет делать. Все, наступает утро, я просыпаюсь в 5 утра, в 6, наверное. Попили кофе, тут начался артобстрел, потом стрельба, третий раз никого нет. Из блиндажа голову поднимаю, смотрю, зеленым повязками идут. Я кричал, стой, кто идет. От страха там воздух что-то пострелял маленько, не высовывайся из блиндажа. Да. Потом ответили, предложили сдаться на оружие, сдали и вышли. Первый раз приехал 9-го, Да. тебя взяли сразу же. 17 числа. Где получилось? Сейчас на войне. Первое столкновение сразу прямо. И нормально. Ну, нормально результат. Все убежали, а нас оставили, и все. Ну, ты прям в воздух просто стрелял вообще, даже, ну, никакого там, ничего не делал. Не отбивался, даже не пробовал. Просто пришел сюда, по порывам сердца, просто чтобы не сидеть очень долго. Такой хороший ты человек, блин. Ну как я и говорю. Что? Как я и говорю. Все-таки все хорошие, всегда. А ты явный, ты просто когда говоришь, у тебя просто как акцент какой-то. Не знаю, не замечал. Знаете, кто взял в плен? Да, нам сказали. Кто? 3-я штурмовая бригада оказалась. Да, привели, что моя сон. Что вы хотите сказать? 3-й штурмовой бригаде. Надо сказать спасибо, то, что меня обманули. Предложили сдаться, сказали, то, что все будет хорошо. То, что накормят, напоят. То, что в плену будет все нормально.
Все поедем по обмену, потом как дождемся. В принципе, как сказали, так все равно есть. А хотите ехать по обмену? Но родители охотились с ними повидаться. А история не пугает вас? Ну, история, как там не было еще, сидеть или не сидеть, а просто родители уедут еще. Я с родственниками поеду. А это родители, да? У меня родители, бабушка, брат. А сколько тебе лет? Мне 28. 28. А тебе? 22. 22. А тебе? 46. 46 лет. В 97-м тебе было 18, Да. 37 18. 77-го года рождения. 77 года. 97 до 77, 18. А ты был старший круто? Нет. Нет? А какое у тебя звание? Званий нету, рядовой. Ты тоже рядовой? Ты же контрактник. Рядовой. Рядовой контрактник. Вы тоже рядовые? Да. Мгм. Кто у вас старший был группа? Или вы в одном взводе были? Они Не, там да. Не в одном? Разные. А вы были знакомы до этого? Нет, вот здесь... Вы познакомились? И как вам? Вот, с отелем с утра, вот он в 6 утра нашел блиндаж кофе попить. Где-то рядом. Я не был даже с ним. Почти уже друзья. один день я стал в позиции стоял, потом утром они постояли. И что, как тебе этот план? Нормально, да? Тебе как, Наталья? Да, Нормально. А еще это Татарстан про независимость объявил. да, он в составе России уходит. Выходит, выходил. Не Нормально? уходил. Не, а если бы выходил. Я не знаю, у них своя республика, свой президент там как. Мгм. Вот, А так, если Россия распадется, ты будешь плакать? да не особо. А ты, Татарин, будешь плакать? Я же знаю. Тоже на себя яры, ты? Нет. Ну, здесь, чтобы все народы там прям говорят, себе отдельно жили. Хотя бы такого. Да, на Бурятию можно было бы напасть. Смотрите, а вот вы же, по факту, давайте будем смотреть правде в глаза. Получайте пизделей. Получайте пизделей. И вот, знаешь, вот вы жили всю дорогу, жили вот там в Казани каком-то, блядь, Новгороде каком-то, где в Волгодонске. Всю жизнь вы жили в говне, в тюрьме сидели, нормальной жизни не были. И вы только, чем вы питались вообще? Что вот вы причастны к какой-то могущественной, к российской там империи, да? Что вот всех можете победить, всех там вот напали на Грузию, там, на Ичкерию, да, там, где в Дагестане были, в Приднестровье, постоянно войны, вот, типа, и вы питались этого мощного. И сейчас вы по факту видите, что вы, просто получаете пизделей. Как вам осознавать еще и это? Ну что, и так жили в говне, я еще, блядь, страна у вас хуйня полная. Ну, не знаю как. До завтра. В первый раз с таким столкнулся. Я не думал об этом, особо не читал, не вникал в это все. А ты какую книгу последнюю прочитал? А? Это книгу какую? Блин, смотри, мне и так, мне самому сложно, блядь, на русском говорить. Да. Ты же пришел за Россию воевать. Книгу. Ты еще, блядь, не понимаешь, что я говорю. За Россию, ты за Россию же воюешь, воевал. А я не так стараюсь. Я украиноязычный. Мне тяжело говорить на, блядь, вашем языке. Я еще должен это самое. Иногда не слышу после этих бомбежек. Бля, нахуя мы с тобой говорить? Ваня, ты хотел бы независимости от Татарстана? Независимость, это как будет независимость? Так и будет, блядь. По-украински будет незалежность. А независимость, это Независимость, чтобы Татарстан отдельно. Да, это пытались вроде, да, сделать. И что-то
Что-то не пошло. Не пошло, да. А ты с семьей говоришь на татарском, да? На татарском. Да, с ней, да, татарском говорю. А зачем ты вот за Россию пошел воевать? Вот мне просто чем ты руководствовался? Я хотел, как по контракту, нормально. А истории про нацистов рассказывали? Не так уж, как вот здесь я повидал, вот за несколько дней. Поверил, что нацисты тут есть. Нет, такого не хотел я, на самом деле. Но вы же воевали за Гитлера, нет? Татаре? Ой, не знаю. Не знаю, история не интересует. Понятно. Да, что наша башка? Да, так мы опять работаем. Не ферма? На неделе, да. На сколько получал? Там по-разному, там 15 тысяч, в деревне вы сами знаете. Нет, не знаю. Я не из деревни. Ну, у нас цивилизация. всё нормально. Никак в городе ходят. Никак в городе. Нет, там вот 15 тысяч, вот, кто как. Рублей, да? Да. А в гривнах это сколько? В Этого гривнах? не знаю. Я не знаю, что это. Совсем. А вы приехали вот куда? Приехали в Украину, в первый город. Ну, оккупировали Украину. Вы же в оккупированной Украине были. В какой город приехали? Я даже не знаю, говорю. Нам не говорили об этом, то есть закрыто мы вышли. Где-то недалеко Красный Луч было, так я не знаю. Вообще где были. Не говорили, в Луганске, Донецке, я вообще ничего не говорю. А вот много с тюрьмы у вас не забирали? Зэков? Нормально такое. У нас 36 человек. Зэков, да? А вы как бы считаетесь шторм зэков, да? Вот это новое подразделение, типа, да? Ну, типа, да, Зэки. Минобороны. То, что шторм и штурм чуть-чуть там созвучны. Как бы сначала не придавал значения. Но он просто как один подразделение, так назвали даже. И за Шторм тут сразу все понятно было. А шторм проект другое название. А еще вот вопрос. Вот вы приехали в этот город, Красный Луч. Но мы не в сам город приехали. Мы Подбор. Ты жили? в палатках. Ну не палатки, а там типа сарайчиков построили даемки. И больше. А сколько вы там были? С 21 апреля по 8 мая. А была у вас до этого подготовка? Ну вот в это время был в поле. В поле бывали. И что, хорошо стало туда? Нет. Странно. И потом вы поехали сразу же. Ездили. Ну, должны были ехать в штаб, но 2 недели должно быть еще продолжать обучение, сложно. То, что должны были быть документы какие-то, карточки зарплатные. То, что, как бы, чтобы купить себе амуницию какую-то по размеру. Это что там все еще администры должны были покупать? Ну, ботинки мне не выдали, вот я не особо. Это же выдали, да? Тебе выдали? Да, стало. Внутри, а что? Но моего размера нет. А, Штаны мне короткие, вода то есть какую-то одежду вот еще на теме, белье мне по размеру было, штаны как вот, более-менее тоже. Тоже ходить можно. И куртка дым, все. Вся одежда маленькая останется. вами командовал кто? Ну, у нас командир роты был тоже Зэков, который приехал вместе. А комбат? Комбат не знаю, и другого руководства никого я не видел в глаза вообще. Как по приезду сюда нас должны были встретить, нас никто не встретил, ничего не сказал. Просто какой-то солдат там пришел к нам на встречу, оказалось, потом мы не к ним относимся. Где вы должны были встретить? На нуле. Вы просто вас привезли на нуле, на чем? На БТР, что ли, ПМП какая-то, называется эта машина, я правильно не знаю, не разбираюсь особо с ним. Нас привезли просто по минометный обстрел, выкинули, сказали, спрячьтесь под дерево пока что, вас придут встретить. В итоге мы там просидели, не знаю сколько времени,
Ну, не особо долго, но продолжительно. Шел какой-то солдат, потом выяснилось, то, что не от него, он нам показал, куда бежать, просто мы перебежали, нашли какое-то укрытие. Были даже какие-то от игры. Потом нам сказали, в соседней посадке, где яму копать. Копали яму, потом сказали, идти на позицию сюда. Пришли, даже сутки Уже что? в плену. Ну, нормально, нормально скорость у вас. А было, какое у вас ощущение было, когда вы на позицию выходили? Была какая-то безысходность? Было такое тревога, печаль? Ну, были непонятки, то есть ни документов, ничего, как вообще нас сюда привезли, что мы тут делаем, никто ничего не говорит, никакой ясности вообще не вносит. Просто сказали, назад побежим, там свои застрелят, вперед пойдем, застрелят. А, есть загранотряды, да? Загранотряды были. Ну, типа этим ЧВКшники занимаются. Ну, понятно. Именно фронт не можешь же стрелять в людей. Правильно? Они курсируют и там, ну, охраняют, чтобы не бежали свои. И что, вы думаете, какой будет исход войны? Не знаю, не могу сказать. А вы новости вчера сегодня читали? Особо нет. Вообще ничего не интересовались, типа, про войну ничего не знали, просто, ну, подписали контракт и все. Не контракт, Да не так, новость. по новостям там все равно я особо не верю, потому что показывают одно, по факту постоянно другое происходит. Ну, то, что показывали даже про плен, не про плен, то, что там рассказывают, то, что издеваются, еще что, ну, такого нет. Вот мы попались, поверили вашим солдатам в переговорах, когда. Ну, не то, что в переговорах, когда предложили, сказали, как будет там. Ну, поверили, вот вышли, так оно и есть, как обещали. Накормили, напоили, мыться дали, то есть сигареты тоже дали. И что больше нравится тут в плену, чем именно в тюрьме? Ну, здесь в плену получше даже. Получше даже, ну, видишь, вообще роскошная жизнь началась, да? Роскошная жизнь русского человека и татарина. Вот татарин, я тебя вообще не понимаю. Зачем ты пошел на войну за Россию воевать? Вы пожелайте что-то, скажите, вот если сейчас русские какие-то смотрят, русские люди, ну, не русские, россияне смотрят, вас, скажите им какие-то слова, напутствия. Вот, может, они хотят пойти на войну, воевать против Украины. Что их тут ждет? Что бы вы им посоветовали? Вот так просто по очереди. Да я бы советовал оставаться дома. Не нужна эта война. Лучше бы был мир. А зачем? Но чтоб не ехали сюда, ничего хорошего не будешь делать. Ты же говорил, блядь, в плену больше, чем на зоне. Ну, это у меня так сложилось, то, что я еще живой, здесь разговоры беседы. Убьют. Ну, а можно, и могут и убить, и даже тело домой не отправить. Нельзя останется. Точно не отправят. Но я не знаю, как это происходит. Может, как раз и обмениваются тоже, я просто этого не знаю. То, что убить. Как ты же скажешь? Я скажу, чтобы они не ушли на эту войну. Ни зэки, ни там, которые свои люди. Потому что это не наша война. А тут делать нечего. Они не понимают, надо оттуда войну начинать с правительством внутри. Нам тут много гор золотых наобещали, попали вот, сами видите, где мы сейчас. И мне кажется, там лучший исход. Все равно такого не желаю никому. Пошли без головы сюда, не знали на что, на куда. Как там на России говорят, это все равно это неправда. Что тут происходит, что в Украине делается, что все проекты. Это все неправда. Я тоже сказал бы, чтобы не приехали никому. Да. Сколько невинных погибших. Я по себе сказал бы, что не надо война, что нести с собой что
как разговариваешь, они помириться, войну окончить. Вот такой. Нет, мы не хотим с вами мириться. Мы просто уходите и все. Мы с вами не друзья, Да, не да. братья, ничего. Ну, просто все. Мы ваши враги, всегда вот. Так, Просто видишь, мы имеем честь быть для вас достойными врагами. Ну, а вы не имеете честь, для вас в вашем народе вообще ни у кого нет чести. Вы людей убиваете, детей убиваете. Ну, давайте слава Украине. Знаете, что отличает? Да. Он не знает? Героям слава. Героям слава. Знаете? Героям слава. слава Украине, Героям слава. героям слава. Да, я говорю, слава Украине. Героям слава!